Это фото мгновенно разлетелось по всему интернету. Мальчик купается в компании двух ягуаров. Один из них, кажется, даже обнимает ребенка, позируя перед камерой. Очень многие люди сомневались, является ли это фото настоящим. Оказалось, фото не фальшивка. Более того, для героя этой фотографии запечатленная на ней сцена – совершенно обыденное дело. На фотографии 12-летний бразилец Тиаго Сильвейра. Он живет и играет с ягуарами с маленького возраста. У него есть друзья, которые считают, что это фото подделка, но многим оно нравится. Они тоже хотели бы поиграть с ягуарами. Здорово, что мальчик может поделиться своим опытом с людьми, которым в жизни не повезло так, как ему, рассказывает он журналистам. Родители мальчика – координаторы Бразильского института ягуаров. Цель их работы – изучение и сохранение крупнейшей кошки Америки. Мальчик с младенчества учился сосуществованию с хищниками. Они, естественно, ввели некоторые ограничения, но он и сам уже знает, как себя вести с ними, объясняет отец мальчика, который опубликовал ставший знаменитым снимок. Для него это абсолютно естественно. Это часть его повседневной жизни, тут нет ничего удивительного. Когда Тиаго появился на свет, в его семье уже росли 3 детеныша ягуара. На прогулку с родителями Тиаго отправлялся в компании маленьких хищников, кормили всех 4 из бутылочки одновременно. В этой семье все любят и уважают друг друга. Мальчику всегда нравилось помогать родителям ухаживать за животными. Отец с детства привил своему сыну мысль, которая звучит на всех его лекциях о ягуарах. Эти животные не воспринимают человека как потенциальную жертву. Они реагируют на наши действия, поэтому так важно проявлять к ним уважение. Своим поведением они четко демонстрируют, когда не хотят, чтобы вы находились рядом. По словам мамы, между ее сыном и ягуарами ни разу не случалось никаких конфликтов. При этом Анна подчеркивает, что никогда не оставляет ребенка наедине с хищниками. Они всегда очень осторожны в обращении с ягуарами и любыми другими животными. Правила безопасности очень четкие. Ягуары живут на 123 акрав, примерно 50 гектаров, принадлежащей биологам территории. Доступ посторонним в эту зону запрещен, чтобы не тревожить хищников. Родители Тиаго создали институт ягуара в 2002 году и сначала хотели просто изучить этот вид кошачьих, но затем, когда к ним за помощью обратились представители Бразильского института окружающей среды и возобновляемых источников энергии, они решили создать приют для детенышей ягуаров. Сейчас под нужды этого питомника отведена половина всех принадлежащих семье помещений. По словам Сильвейры, 95% их программ финансируются за счет их личных сбережений, остальные покрываются частыми пожертвованиями. Для нас поиск доходов – жизненная необходимость, поскольку мы никогда не получали помощь от общественных организаций, рассказывают в семье. За последние десятилетия через питомник прошло 35 ягуаров. Ягуаров часто отправляют в другие организации, которые помогают в разведении и сохранении этого вида, занесенного в Красную книгу. Особей, попадающих в институт ягуара, никогда не возвращают обратно в дикую природу из опасений, что они могут быть убиты человеком. Особую опасность представляют фермеры, которые истребляют ягуаров, защищая свой скот. Другая опасность – отношение к людям, которое возникает у некоторых из этих хищников. Этим ягуарам сложно пережить разрыв с людьми. Если их отпустить на волю, они могут искать контакта с человеком и в результате стать его жертвой. В прошлом году Тиаго был разлучен с ягуарами. Он перешел в среднюю школу и будет учиться в столице штата. Мальчик очень скучает по своим кошкам. Приятно осознавать, что любовь и привязанность, которые я испытываю к ним, взаимны, рассказывает мальчик. Знаменитый снимок с ягуарами в водоеме был сделан 15 ноября, во время одного из таких визитов.
Я хочу изучать биологию и пойти по стопам моих родителей. Они пытаются сохранить вид, и я буду продолжать их дело, говорит Тьяго. Так что не исключено, что однажды мы увидим и внуков Леонардо Сальвейри, позирующих небольшими кошками.